Привет, друг! Я Миша, ты смотришь второе видео про мои приключения в Ливии, стране, где 10 лет подряд идет гражданская война. Прошлое видео закончилось тем, что нас с другом задержали ливийские спецслужбы. За нами быстро организуют слежку, которая заканчивается задержанием. Короче, мы шли по улице, и подъехала машина, там сидели два крепких парня, они вышли, поздоровались с нами и сказали: поехали. Сейчас я иду за своим паспортом. Помощь пришла внезапно. В прошлом видео я говорил, что оказался в Ливии не просто так. Просто так здесь сейчас оказаться невозможно вообще. Туристам визы не выдают. Мы организовали Ассоциацию российско-ливийской дружбы. И на основании этого получили деловую визу. Мы действительно кое-что везем в Ливию в подтверждение российско-ливийской дружбы. На помощь пришел тот самый человек, которому мы подарок и везли. Глава Ассоциации российско-ливийской дружбы с ливийской стороны Мохаммед. Мохаммед появился, как в фильмах, в самое нужное время. Он растолковал чекистам, кто мы такие, зачем приехали, офицеры все поняли и просто ушли. В этот раз нам повезло, но вот что случилось дальше, смотри в видео. В общем, да, это были спецслужбы, паспорт вернули. Как они сказали, они испугались за нас, увидев нас на улицах, потому что здесь воруют европейцев, инженеров, которые здесь работают, европейских работников. И они не поняли, как это европеец и ходит один по улицам Ливии. Это вообще возможно так? Мы объяснили им, кто мы такие, они нам вернули паспорта. Отлично, отличненько. Самое время подарить нашему спасителю подарок, который мы везли из далекой России в Ливию, в страну, где 10 лет подряд идет война. Вот здесь вот в нашем номере лежит наш подарок от чистого сердца Мохаммеду. Мохаммед очень хотел, чтобы мы ему это привезли. Я не знаю, зачем ему это. Наш подарок лежит в этом пакете. Что же здесь? Пойдем узнаем. Мы дарим нашим ливийским друзьям шапки-ушанки. Они этого хотят вообще? Они не просто хотят, они жаждут. Держи, Мохаммед, держи. Он уже по-русски заговорил? Пока нет, но... Вы посмотрите на его лицо, это радость в чистом виде, эйфория. Вот, yes, it is. Вот. It's true. This is how we wear it in Russia. Do you like it? Yes. From Russia with love. Я понимаю, что все это выглядит, нелепой шуткой. В стране война, а мы шапки-ушанки притащили. Но в том и дело, что Мохаммед нас сам об этом попросил. Он мне прислал фотографию белой шапки на девушке и сказал: мне нужно вот такую штуку вообще срочно. Может, он девушку имел в виду? Нет, я надеюсь, нет. А вдруг? Я мне сказал, какого цвета, он сказал черный и белый. Я надеюсь, он все-таки не имел девушку в виду. Дим, где бы я нашел черную девушку в Сибири. Так что это не шутка и не кринж, а психология войны. Когда война превращается в обычное дело, когда смерть и задержание становятся привычными, как чашка кофе утром, люди начинают хотеть... Нет, уже не мир. Они забыли, что это такое. Они хотят шапку, ушанку. Моя задача в этом ролике показать, как живут люди в бесконечной войне. Мы вместе с тобой попробуем понять, что у них в головах, и это будет необычно, так что оставайся со мной в этом видео до конца.
В Ливии сейчас хаос полный. Территорию страны контролируют несколько сторон. Генерал Хафтар контролирует много, но официально мировое сообщество его не признает. Официальное правительство, кроме Триполи, оно почти ничего не контролирует. Юг страны в руках кочевых племен Тубу и Туарегов, и даже террористы из ИГИЛ кое-где дают о себе знать. Лоскутное одеяло, а не страна. Но лоскутков на самом деле еще больше. Вот сейчас забудь, что я тебе затирал только что про Туарегов, Хафтара и других. Они есть, да, но внутри эти силы не монолитны. Территория Хафтара тоже поделена на много-много маленьких лоскутков, которые не воюют друг с другом, но фактически и не зависят друг от друга. По сути, каждый крупный город Ливии сейчас контролирует своя группировка, свой полевой командир. В каждом городе свои законы, правила, кое-где даже свои визы есть. Так что Ливия сейчас, как средневековая Европа, состоит из нескольких десятков городов-государств. Что же, попробуем пробраться в некоторые из них и посмотреть, как там люди живут. Мы уже нашли отчаянного таксиста, который согласен отправиться с нами в это поехавшее путешествие. Чтобы расплатиться с ним, нам нужно всего-то поменять доллары на местную валюту – динары. Задача звучит просто, но на самом деле нет. Существует два курса здесь – белый и черный. Белый курс, который устанавливает государство и по которому рассчитывается государство, практически 1 к 1. То есть 1 динар равен $1, и это в 5 раз хуже, чем курс на черном рынке. Which rate now? 4 динар. Говорит 4 динар, но Дима мечтает поменять по 5 динар. Я менял по 9, и в этом году мне просто расстраивает курс. Что ты собираешься делать с арабами, чтобы получить курс 5, если они дают 4 только? А, как всегда, договариваться. Как всегда. 4.83. Maybe 5? No. No? It was a couple weeks ago. It was 5 and. Говорит, 3 дня назад приходи. Окей? Now it's too early in the morning. I don't know the price right now. How much is it? Беда, когда курс черный. Ничего не понятно. Ладно, погнали дальше, может лучше что-то предложит. В общем, поскольку курс неофициальный, то с утра они не знают, какой курс. Никаких интернетов нету, разумеется, в интернете нигде нет. Какой сегодня неофициальный курс? Вобьем-ка в это в Яндекс. Через подворотню вышли на новую улицу. Здесь продают золото, ребят. Салям алейкум. You wanna change dollars to gold? Which rate? Текс. Тут еще хуже. Пойдем дальше. В каждом ларьке свой курс. Возможно, он зависит только от того, насколько конкретному продавцу и человеку нужны баксы. Я не могу объяснить, почему в одном месте он 4.8, в другом месте он 4.7 в соседнем ларьке. Причем там, где золото продают. Идем дальше. Так, в третий зашли. 4.6 дает вообще курс. Дим, чем дальше мы идем, тем ниже. Можешь пора остановиться. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Как дела? Очень хорошо. Хорошо. Поменяй нам денег. Поменяй нам денег. хорошо. Вот что дает могучий русский язык. Главное, своих найти. Как говорится, Мы русские, не обманываем друг друга. я меняю 3 100-долларовые бумажки, и в ответ в меня буквально бросают котлеты из денег. Уф, прямо как в Сомалиленде. Что с ними делать-то, а? Ну что, у нас есть деньги? Сейчас мы с ветерком погоним по загадочной Ливии. Нет, не погоним. На дорогах Триполи полный хаос, как и во всей Ливии. Организацией дорожного движения никто не занимается, да тут за такие слова, наверное, и побить могут. Потому пробки в Триполи полная жесть.
Но я вырос в Москве, я могу стоять в пробке 12 часов и даже не захотеть в туалет. Пробки они у каждого москвича в крови. Так что пока стоим, расскажу-ка я про ливийские машины. Отличительная особенность Ливии: все машины тут грязные и безумно покоцанные. То есть это какой-то такой переходный период между нормальными машинами и машинами из вселенной Mad Max. Выглядит поразительно немного, Дима. Ты не заметил этого? Да, как у нас. Дима, видимо, имеет в виду Кемерово, откуда он родом, потому что в Москве машины чистые и не покоцанные. Здесь плевать, у машины нету бампера, нормально поехали. Машина дымит, как паровоз, нормально едем. Мы на такой машине сейчас едем, которая собрана из разных деталей. Черных, белых, нормально. Можно кататься. И главное, если не мыть, то она рано или поздно вся станет одного цвета, серого. Иногда корыто раздолбано до такой степени, что перестаешь понимать, брошено ли оно, живое ли оно. Вот это вроде еще живое. А вот это, скорее всего, уже нет. Хотя я не уверен. Может быть и да. Понятно, почему здесь такое барахло ездит. Со времен революции новых машин в Ливии не делают. То есть автомобилей младше 10 лет здесь нет в принципе. Об этом говорят и номера, они еще со старого режима висят у всех. Только слово «джамахирия» выморали, как память о бывшем диктаторе Муаммаре Каддафи, который эту джамахирию построил. Просто расцарапали кусок номера или черной краской закрасили. А здесь вообще старое название джамахирии замазано белым, и поверх него уже баллончиком нарисована новая Ливия. Тем временем пробка наша так и не кончилась, зато кончился асфальт. Никто в свое время не ожидал, что будет революция такая стремительная. Вот даже мы сейчас едем по дороге, и здесь снят асфальт. Нету асфальта. Водитель говорит, что асфальт сняли в революцию в 2011 году, и вот с тех пор все ездят без асфальта. Но ездят же. Значит, асфальт особо-то и не нужен. Вот без бензина не смогли бы ездить. Кстати, угадай, сколько стоит бензин в Ливии? 2 рубля за литр, 20 рублей за литр, 200 рублей за литр, или же здесь ездят на верблюжьем лимонаде. Ребят, вот цена бензина в Ливии, офигеть. It's very cheap, because in Russia it's $1. $1, 1 литр. $1. Ну, еще пока не доллар, но скоро будет, разве кто-то сомневается? А в Ливии можно за $1 залить полный бак. 2 рубля за литр, вы прикиньте? 2 рубля за литр. Когда-то были такие цены хоть где-нибудь, и причем наливать можно неограниченное количество литров в топливный бак. То есть дополнительно в баклажки никакие нельзя наливать. Ну вот сколько у тебя топливный бак вмещает, там 40, 50, 60 литров. Столько ты и заливаешь, и получается ездишь бесплатно. Ну 2 рубля за литр это бесплатно. Считайте, бесплатный здесь бензин. Класс. Наверное, поэтому здесь так много машин. Было бы, как у нас, там уже ближе к доллару, то здесь бы никто на машинах не ездил, пробок бы не было этих. Бензин дешевый, но есть нюанс. Очереди. Ого-гошечки, какие очереди. Они еще даже жестче, чем пробки. Занимать очередь за бензином в Ливии надо, когда у тебя еще половина бака. Потому что пока ждешь, он опустеет окончательно. Вот эти вот все машины, которые в правом ряду, они за бензином стоят. Тупо занимают целую полосу, от чего пробки удваиваются, утраиваются. Мой друг, проведем-ка опрос. Пиши в комментариях, как по-твоему, лучше бесплатный бензин, но с очередями и пробками, или же бензин по $1, но свободно. Узнаем, кто смотрит меня, респектабельные господа или нищеброды, как я. Но независимо от того, мечтаете вы о бензине по 2 рубля, белой шапке-ушанке или о выспаться на выходных, вам нужно где-то хранить деньги. И если это деньги от собственного бизнеса, то лучший вариант – модуль банк. Я сам использую модуль банк.
вся реклама, которую вы видите в моем блоге, оплачена именно через него. Я честно плачу налоги. С Модульбанком это делается не то что в 2 клика, вообще без кликов. Со всех денег, что ко мне приходят, Модульбанк автоматически отщипывает на специальный счет сумму налогов. А бесплатный бухгалтер после сам формирует все документы для платежей в мою дорогую Российскую Федерацию, в государство. Мне остается только несколько раз в год написать в чат в приложении «Да, отправляем», и это все мои заморочки с налогами. У Модульбанка потрясное приложение, отличные лимиты на вывод денег и карточка. Не просто карточка. С этой карточки можно бесплатно снимать деньги по всему миру. Доллары, что мы меняли на динары, я снял именно с карточки Модульбанка. И сейчас буду делать добрые дела. Были сомнения, в каком банке открывать расчетный счет для компании или ИП? Все, забудьте про остальные банки. Чтобы открыть счет в Модульбанке, даже не нужно из дома выходить, все делается дистанционно. Ссылка под роликом. А прямо передо мной сейчас те, кому Модульбанк никогда не понадобится. У некоторых людей в Ливии нет денег даже на еду. Вообще, в исламских странах редко встретишь попрошайку, но иногда война становится сильнее гордости, сильнее традиций, тогда только руку протягивать остается. Но даже это ливийцы делают как-то смиренно и с достоинством, что ли. Разница менталитетов. В Черной Африке, южнее Сахары, мне бы вот за эту десятку руку оторвали, я бы высунул ее вот сквозь чуть приоткрытую щель, и ее бы сразу забрали, там толпа вокруг машины образовалась, она бы стучала по стеклам, у нас так было. А здесь у людей есть гордость, причем эта гордость дал им ислам. И, разумеется, есть нищие, они продают вот такие вот платочки. То есть они не просто попрошайничают, они как бы продают. Впрочем, иногда они про это забывают. Стоп. А платочки-то дай мне. Хей. А платочки? Платочки. Охеренно. Просто бросил в меня этими платочками, как собаку. Не мальчик, а волк. Представьте, как он вырос, какое у него детство. Он ходит по улицам Триполи, маленький, и кидается в иностранцев платками. Но на 10-й год войны некоторым даже не до приличий с платочками. В Ливии попрошайничают уже и в открытую. Как только мы выезжаем из Триполи, пробка заканчивается. Но знаешь, я даже жалею об этом, потому что по трассе ехать просто стрёмно. В Ливии очень необычные правила дорожного движения, но в то же время очень простые. Не обязательно заканчивать вообще никакую автошколу для того, чтобы ездить на дорогах Ливии. Правило на самом деле только одно. Кто наглеет, того и дорога. То есть у тебя может быть разбитая, грязная, старая тачка, но если ты вот так вот протискиваешься, как в задницу без мыла, сквозь поток на ней, то ты главнее, тебя никто не тронет, даже сигналить, скорее всего, не будут. И так все ездят. Это страшно, но пока что ни одной аварии я не видел. С другой стороны, все машины покоцанные, вообще абсолютно все. Вообще все тотально, так или иначе, разбиты. Военные. Там были военные на броневичке небольшом. Даже в машине на встречной полосе здесь нет ничего необычного. Ну, едут и едут. Это хорошо еще, что не едут с правой стороны, а потому что иногда они ездят и с левой стороны, даже на скоростных магистралях. Навстречу по левой, крайне левой полосе может нестись машина со скоростью соточка. Вообще изи. Мы едем в Мисрату, один из крупнейших городов Ливии, третий, между прочим, по населению. Ходят слухи, что Мисрату война пропахалась сильнее всего. Ну, проверим, если доберемся, конечно. От Триполи до Мисраты 250 километров, но дорога очень нестабильная. Где-то наш поехавший таксист гонит 160 километров в час. Ну, с такой скоростью мы до Мисраты за пару часов бы доехали, но большую часть нашего пути, угадай что? Мы снова стоим
в пробках. На въезде и на выезде из каждого города стоят контрольно-пропускные пункты, причем серьезно укрепленные КПП, с оружием, кое-где стоят турели вообще. И проверяют машины, смотрят, кто в них едет. Такое бывает вот настолько тщательно делается только при военных положениях. В ДНР я такое видел, к примеру. Там тоже КППшки, пробки перед ними. Вот сейчас мы как раз в одной из таких стоим на выезде из какого-то маленького городишки. Еще 5 минут назад мы проезжали КПП на въезде тоже. Проехали через город и снова КПП. Причем непонятно, кто им заведует, какая власть. Потому что флага здесь нету. А все потому, что каждый город — это отдельное государство. Каждый город защищает в первую очередь себя, а уже потом всякие союзы, дипломатия и мечта о единой Ливии. Это хорошо видно по обочинам. Да-да, по обочинам. На ничейной территории, на обочинах, повсюду мусорные завалы и грязь. Места эти не принадлежат никому, и ухаживать за ними тоже некому. Внутри городов такого нет. На границе влияния города-государства Мисрата нашу машину останавливают. Нас выводят и просят зайти в небольшое помещение. Место, где решают, можно въехать в Мисрату или нет. И делают это не просто фразой типа «Окей, езжай». Нет, тут выдают настоящие бумажные визы. What's your name? Мика, Михаил. Mikhail. Михаил. But here not Mikhail. Mikhail. Михаил. Mikhail. Михаил, yes. Mikhail ولا Mikhail. Mother name? Mother name? Yeah. Елена. 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 Офицер, походу, в школе так себе учился. Он низко склоняется над бумагой, долго выводит каждую букву и сильно при этом пыхтит. Потом он просит фотографию, цепляет ее к анкете. И под конец самое интересное. Вместо подписи просит поставить отпечаток пальца. У меня, знаешь, тут два варианта. Либо многие из тех, кто проходит эту границу, не умеют расписываться, либо это на случай, если надо будет опознавать наши трупы. В Мисрате исторически не любили Каддафи, бывшего диктатора. В 2011 году город взбунтовался одним из первых, в самом начале революции. Каддафи тогда еще не знал, что ему придет кирдык, чувствовал себя уверенно. Он демонстративно отправил наказывать Мисрату большую армию, но город отбился. Тогда Каддафи осадил Мисрату. Городу отключили электричество, водопровод, а артиллерия и снайперы стреляли всех, в кого можно попасть. Каддафи не делал различия между мирными жителями и военными. Он тупо мстил всей Мисрате. «40 дней Каддафи по полной долбил город. Была бы у него ядерная бомба, он бы наверняка сбросил. Но и без нее город весь в руинах и следах от пуль. Из всех ливийских городов Мисрату в этой войне потрепало сильнее всего. 40 дней Каддафи благоустраивал Мисрату снарядами и выстрелами. Местные, конечно, возненавидели его еще сильнее после этого. И как только Каддафи совсем закончился, на одной из площадей сделали выставку мертвых мускул бывшего диктатора, чтобы каждый видел, из чего его убивали. Целая площадка, занятая снарядами. Я не знаю, сейчас обезврежены они или нет. Гигантское количество. Вот это, я так понимаю, оперение от ракет. Я могу ошибаться. Это я вообще не знаю, что такое. Если посмотреть чуть подальше, там видно результаты всей этой бомбежки. Вон, просто дом вынесен. Стена одной из квартиры отсутствует. Все это следствие вот этих вот снарядиков. И вот это вот реально страшно. Представь, что с человеком стало, который в этой каске был. Просто жесть. Как бы от человека явно ничего не осталось от этого, от его головы. После такого ранения.
После полного падения Каддафи жители Мисраты установили самодельный памятник – рука, которая сминает снаряд. Есть на выставке и кое-что посерьезнее снарядов, в том числе кусочек России, подбитый. Короче, это экспортный вариант нашей техники. ЭК-21, ЭК-22. Целая площадь, заполненная трофейной боевой техникой, вся она побита, где-то покорежена, где-то ее взрывали, видно. Очень жестко, и вот сейчас я стою прямо на пусковой установке ракеты, причем российского производства она. А здесь рядышком находится катер, причем, судя по всему, в этом катере кто-то живет. Вот здесь вот горит свет. Давайте посмотрим, что там. Наверху одна лампочка. И еще одна лампочка. Здесь очень пыльно, мрачно. Но кто-то сюда проводки притащил зачем-то. Непонятно. И, возможно, это такая самопальная подсветка. Какой-то начинающий Собянин решил: начну-ка я с Мисраты. Сделаю подсветочку на трофейном катере. С таким же удивлением, как я осматриваю катер, на меня пялятся несколько подозрительных арабов. Я с ними знакомлюсь, ну, на всякий случай, и они меня зовут куда-то идти. Напомню, в стране война, где-то рядом ИГИЛ, друзья мои куда-то делись, а мутные ребята утаскивают меня подальше от людного места. Что делать в такой ситуации? Ну, конечно же, идти за ними. Парень хочет показать мне что-то крышесносное. Возможно, он просто хочет мне башню снести какой-нибудь пушкой, достанет ее, скажет: отдавай все деньги. Конечно, я должен рискнуть, узнать, что он хочет мне показать. Он меня ведет совсем какие-то закрома этого района. Я не понимаю, куда мы идем. Мои друзья ушли в другое место, так что я сейчас иду с ним один. Он показывает, типа, это может звучать как угроза, раз, либо как охрененный материал. О! Да, жесть. Это пушки, ребят, это реально пушка. Парень не обманул, это пушка. Даже две пушки. Знаете, чьего производства, пишите. Причем выглядят они как пушки, которые где-то со времен Второй мировой войны здесь остались. Ну, сами посмотрите, разве в современном мире с такими пушками кто-то воюет? Мне кажется, что нет. Двумя пушками дело не ограничивается. Сейчас я пересрал реально. Ребят, впереди не просто пушки, впереди танки. Друзья, но если за каждую пушку вы должны были поставить по лайку, я надеюсь, вы это сделали, то за танк подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Короче, тут трофейные танки. Потрепала их жизнь, видно. В общем, ничего веселого здесь, конечно, нету. Возможно, на этих танках есть запекшееся мясо людей, которые на них были или в них были, когда их подбили. Блин, жесть, конечно, полная. Башенные головы отдельно стоят. Возможно, когда их подбивали, внутри кто-то находился. It's Каддафи? Каддафи. Пошел дождь, так что самое время для грустной музыки совсем. В тот самый момент, когда я мирно снимаю танки в сторис для своего инстаграма, кстати, самое время на него подписаться, там есть вещи, которые я не показываю в видео. Миша едет, прям в поиск вбивай. Так вот, в этот самый момент сзади подъезжает неприметная машина без номеров, из которой показывается араб. В его руке пистолет с глушителем, дуло направлено в мою сторону. Подъехали парни и показывают, is it ТТ? What is it, ТТ? Макаров? Which name of Beretta? Beretta. Good gun? Are you police? Yes? You are police, okay. Выясняется, что это местная полиция.
Ну, как полиция? Мисрату в принципе контролируют полицейские, в то время как Триполи — военные. Хотя фактически и те, и другие — это вооруженные армии, просто хедлайнеры у одних офицеры Минобороны, а у других офицеры МВД. И вот сейчас эти самые полицейские чешут дулом пистолета башмак и рассказывают, как террористов ИГИЛ уничтожали недавно в соседнем городке. ИГИЛ был рядом с нами в Серте. Там было много фанатиков. Они пытались захватить Мисрату, но у них ничего не вышло. Мы пошли в контратаку, сначала побомбили их с воздуха, а потом вошли в город, где перестреляли и перерезали тех, кто был жив. Всего около 800 человек. Вот эту машину мы взяли как трофей. Окей. Альхамдулилля, шукран. Вообще, нормальная здесь встреча. Я не знаю, куда он меня ведет, но здесь я отмечу, гулять очень весело, вообще безумное веселье. Здесь плюс 18, ветерок и легкий такой приятный дождик. И хорошо, что это дождик не от пуль, как вот эта стенка видела, я думаю, несколько лет назад. А хорошо, что это просто дождик из воды. И это меня безумно радует. И кругом дружелюбные, доброжелательные арабы. Вот, посмотрите только на него. Yes. Но это сейчас. У Мисрата есть нормальное вооружение и самолеты. 10 лет назад они оборонялись от Каддафи, в том числе бульдозерами. Бульдозер обшили металлическими щитами. Теперь на этом бульдозере можно совершать самые лютые тараны, какие только можно себе представить. Металлический щит пришили прямо к его ковшу. Вот это вот ковш. Вот здесь металлический щит. Они сшиты сваркой. Внутри видно охлаждение для мотора, радиатор. И вон там вот кабина сама. Просто полная жесть. Что еще в 2004 году доказал Мартин Химайер. Простого американца из Колорадо немного задолбала система. Он взял бульдозер, обшил его броней и поехал крушить свой городишко. Мартин сносил дома один за одним, и никто не мог его выковырять из бронебульдозера. Все кончилось только через несколько часов, когда заклинило двигатель. Удивительно видеть такую своеобразную отсылку к Мартину Химайеру здесь. Что занятно, и в Ливии, и в США этим киллдозером боролись с системой. Вот здесь вот отделение для людей, и это больше похоже на обмен валют, я вам скажу. Бронебойное стекло, которое потрескалось немного. Нет, здесь уже закрыто. Why? Не хотят местные жители, чтобы я снимал это орудие смерти. Возможно, они еще планируют на нем что-нибудь сделать. Но есть в Мисрате кое-что, что поражает сильнее танков, ИГИЛа и бронебульдозеров. Ведь меньше всего в этом убитом городе ожидаешь увидеть фигурно обрезанные деревья. То есть мы видели, что люди со специальными ножницами садовыми ходят и обрезают эти деревья так, чтобы было красиво. Вокруг разруха какая-то и вот такой вот фигурный сад. Как будто кусочек Великобритании здесь появился. Меня настолько удивляет это неожиданное благоустройство, что я включаю урбаниста и тоже решаю сделать Мисрату чуть красивее. На глаза попадается бесхозный баннер. Судя по виду, он висит тут уже лет, 10. Пойду искать мусорную корзину. Сделаю Ливию немного лучше. Нет, я ничего не украл. Дело в том, что это висело и портило вид этого прекрасного города. Мы сворачиваем баннер и выкидываем его в мусорную корзину. Там ему и место. Сделали Мисрату чуть лучше. Когда-нибудь в ней появятся и велодорожки, но мы решаем не ждать этого момента и едем по Ливии дальше. Едем в город Сабрата. Это тоже развалины, но в отличие от предыдущих, их развалили еще до этой войны. Сильно до. Примерно за 1500 лет до.
Сделали это варвары в 5 веке нашей эры. Кстати, я снимал видео про народ варваров, они до сих пор неподалеку тут в скалах живут. Ссылочка в углу, посмотри потом. Так вот, Собрата — это уже матерые развалины. Сейчас поглядим, как они пережили новую войну. Можно ли развалить то, что уже развалено? Давай деньги снимем сначала. Вон, пойдем деньги снимем. Дим, ну чего ты? Эх, ладно, сниму тогда деньги сам. Так, значит, что мне нужно? Я думаю, пару десять... Так, он что, не работает? Как так-то? Эй! Why not? Why not? В 1982 году, я тогда еще не родился, ЮНЕСКО внес Собрату в список культурного наследия нашей планеты, то есть в один ряд с Московским Кремлем или Эйфелевой башней. И с той поры собратские развалины стали холить и лелеять, ухаживать за ними, пускать только туристов и ученых. И вот сейчас я показываю тебе фотографии Собрата из интернетов не просто так. Своими глазами мы город так и не видим. Охрана просто не пускает нас дальше входа. Нас не пускают сюда, что ли? В будке охраны сразу человек 10. Никто из них не говорит по-английски. Но чтобы не пущать, английский знать и не надо. Парни очень наглядно показывают всем своим видом, что хорошо, что мы приехали, конечно, но дальше нас не пустят. Из всех слов, что мы говорим, охранники понимают только «Каддафи». Реагируют неожиданно. Каддафи. Каддафи! Каддафи is good? Yes? Good? Yes, of course. Yes. В Мисрате Каддафи хейтят, а в Собрате открыто признаются в любви к бывшему диктатору. В постреволюционной России одобрение царского режима приравнивали к контрреволюционной пропаганде и вполне реальные сроки за это раздавали. В Ливии, оказывается, все не так жестко. Интересно, что же мы увидим дальше? Мы не понимаем, почему нас не пускают в Собрату. Неужели все настолько раздолбано войной и это тщательно скрывают? Нет, в 2019 году на Google Панорамы неизвестный араб загрузил снимки Собраты. Вроде все на месте. Единственное, прекрасные развалины из списка ЮНЕСКО медленно зарастают мусором. Причину запрета мы не понимаем, объяснить нам ее никто не может, просто нельзя и все. Окей, поехали дальше. Еще в 2000-х годах Ливия была туристическим местечком не хуже соседнего Египта. На ливийские курорты съезжались отдыхать со всего мира, а Дима приезжал сюда поработать в радиоэфире. Да, я тебя с Димой не особо близко познакомил, ну, самое время это сделать, значит. Дмитрий Жихарев, родом из Кемерово, и у него потрясающее хобби. Дима выходит в радиоэфир из всяких задниц нашей планеты. То есть он реально ездит по всему миру с 20-метровыми раздвижными пластмассовыми мачтами, кучей радиооборудования и километрами проводов. Эх, я тебе скажу, путешествовать с Димой весело. Каждый досмотр в аэропорту превращается в целую историю. Ездим мы обычно по прекрасным местам типа Йемена, далеких пустынь Судана или необитаемых островов посреди Тихого океана. Приезжаем, Дима сразу ставит радиомачту, разворачивает палатку, заходит туда и не выходит примерно 3 суток. Устанавливает радиосвязи с такими же радиолюбителями по всему миру. В эти 3 дня про Диму можно забыть. Он растворяется в эфире и сам становится радиоволной, которая несет сквозь континенты и океаны его привет этому миру. Я это все вообще к чему? В 2006 году Дима выходил в эфир из Ливии, еще Муаммар Каддафьевской Ливии. Дима и 32 человека из 11 стран мира, из США, из Европы, из России, работали в долгой масштабной радиоэкспедиции. Delta Kilo 5, Pacific Radio. Delta Kilo 5, Papa Radio, 5 Alpha, 7 Alpha. Schönen guten Abend, Deutschland. What about Sonia? She's not part of a team?
И вот сейчас Дима увидел то место, где прожил много недель 14 лет назад. Его лицо скажет лучше моих слов. Это Джанзур Виллидж, это был самый популярный гостиничный комплекс в Триполи. Это было самое крутое место, которое могло быть только в Ливии. Это просто, я тебе могу сказать, это просто опустошительно. Пока мы ехали, Дима рассказывал, какое это райское местечко. Он думал, что оно до сих пор работает просто. Типа, сейчас приедем сюда, тут Wi-Fi есть, выложишь фоточку в Инстаграм. Ну, тут не то, что Wi-Fi, ребят, нет. Здесь нету стекол в домах. В данный момент я чувствую, что меня просто режут, в сердце ножом. Это уже давно не комплекс, не гостиница, все захвачено. И знаешь, как это дискотека, по которой проехать трактором, все уничтожено. В 2006 году я принял решение, что это самая лучшая страна, где бы я хотел жить. Просто самая лучшая. Благодаря в основном вот именно этому месту, где мы сейчас находимся. Просто самая лучшая. Сказать, что я расстроен, это ничего не сказать. Когда ты смотришь на эти разбитые окна, ты понимаешь, что целая эпоха исчезла. Да, люди стали свободнее, все у них хорошо, может быть, когда-нибудь будет. Но то, что они допустили с Джанзур Виллидж, я просто даже не знаю, какое может быть оправдание всему этому. Это был прекрасный комплекс, белоснежный, в котором можно отдыхать было. Это был очень недорогой комплекс. Здесь у нас была экспедиция в 2006 году, радиолюбительская. Здесь мы устанавливали антенны на крыше. У нас был домик вдоль по берегу, тоже к этому же комплексу принадлежащий. Здесь были рестораны, магазины, парикмахерские, кинотеатр. Это город, который сам себя оккупал, жил. Сюда было интересно приезжать. Это было прекрасное место. Прекрасное место. Я вообще не представляю, как можно было... Это то место, откуда мы как раз и проводили радиосвязи. И что от него осталось? Ничего не осталось. Вот это все помещение было нашим домом практически месяц. Что ты чувствуешь? Наверное, надежду больше всего, что не все еще потеряно. Вот это все. Это был комплекс Джанзур Виллидж. Ты посмотри, какой он громадный просто. Громаднейший комплекс. В начале войны многие люди из Триполи бежали в окрестности Джанзур Виллидж. Район считался престижным, как наша Барвиха или Рублевка. Они надеялись, что здесь-то будут под защитой, но война прошлась катком по всей стране, не пощадила никого и ничего. Крутой курорт сначала знатно подолбали, потом по нему прошлись мародеры, что можно утащили, что нельзя сломали. А после уже мертвые номера захватили люди, которые из-за войны потеряли дом. Так и живут здесь 10 лет, готовят еду, растят детей. Просто представь себе жить в заброшенном номере 5-звездочного отеля. Как тебе кинотеатр? Мы в кинотеатре? Мы в кинотеатре, смотри, до сих пор живы вывески фильмов, которые здесь показывали. Забытые звезды ливийского кино. И пленка просто обмотана вокруг небольшого уголка. Остались даже какие-то игровые автоматы. Сейчас здесь почему-то склад матрасов. Ребят, теперь вы знаете, как выглядит
аэрохоккей, когда он умер. Вот, оказывается, под аэрохоккеем вот такие вот штуковины. Да, такие вот штуковины, похожие на плитку. Сыграем, может, в аэрохоккей? Ну и давай. Ты проиграешь. Ой, смотри, какой слоник. Ты снял его? Да ладно, пойдем. У меня прочная защита здесь стоит. Да ладно. Везде, блин, эти матрасы валяются. Тут ночевал, что ли, кто-то? Во время войны, может, была какая-нибудь казарма. Реклама Pringles. Once you pop, the fun won't stop. Любопытно, несмотря на то, что Ливия была под американскими, да и в принципе западными санкциями, здесь на стенке вот этого кинотеатра изображены герои американского мультяшного фольклора Микки Маус, Том и Джерри. То есть режим был не такой уж и жесткий. Я был в Северной Корее, я знаю, что такое жесткий режим. Там сложно представить, чтобы на стенках был изображен кто-то, кроме Ким Чен Ына или его родственников. Здесь же нет, вот эти герои американские. И я представляю себе явственно, как мимо этих колонн сквозь них ходили дети, семьи счастливые, они улыбались, ели мороженое, у них были в руках билеты в кино. Представь тоже сейчас это. Вот прямо на том месте, где я сейчас сижу на этом ржавом диване, возможно, стояла семья ливийцев, которая смеялась, обсуждала, как они посмотрели только что киношку какую-нибудь. Ох, у меня от этого слезы наворачивают, если честно, не знаю, как у тебя. Пора отсюда ехать. Пора отсюда ехать. Ливия – это Советский Союз 90-х годов, который после разрухи становится Россией. То есть потихоньку нужно ехать сюда, захватывать бизнесы, захватывать прапорти, проводить конкурсы, покупать за $1 какой-нибудь комплекс, чтобы потом быть как наши замечательные эти богатые люди. Да, здесь сейчас примерно 95-6 год, наверное. И, мне было тогда немного лет, а конкретно 7. Я помню, что все было так же странненько. Были гигантские пробки в Москве, машины были запаркованы как попало, не было никакого порядка даже вот в таких мелочах. И здесь сейчас такое же чувство. Я вернулся в 90-е. Ох, жалко, здесь нету жвачек по рублю. Мы возвращаемся в Триполи. Диме пора лететь в Россию, у него дела, и я остаюсь один. Чуть позже объясню, зачем и почему не уехать с Димой чуть не стало одной из главных ошибок моей жизни. Но сейчас я прощаюсь с другом, захожу в лифт, спрашиваю его, что скажешь о Ливии, и даже не догадываюсь, что мои приключения здесь только начинаются. Что ты скажешь о Ливии? Охеренная страна, столько возможностей, не просрать бы их. Кому, тебе не просрать или ливийцам? И им, и мне тоже. Пока есть такие страны, в которых можно, используя накопленный опыт. Накопленный в 90-е? Накопленный в 90-е опыт что-то сделать, нужно не просрать эти возможности. Все, я остался один, сейчас расскажу о своих планах. В 2018 году на чемпионате мира по футболу в Москве я познакомился с африканскими болельщиками. Они бомжевали, спали под памятником Максиму Горькому у метро Белорусская. Тогда мы вместе с вами, дорогие подписчики, накормили их, нашли жилье и домой отправили. Если ты не в курсе этой истории, то посмотри позже ролик в углу экрана.
Большая часть этих ребят из Ганы. Это неподалеку от Ливии. Ну, как неподалеку? Почти 4000 километров плюс переход через Сахару, но... когда меня такое останавливало? В общем, я решаю навестить своих чернокожих друзей и первым делом отправляюсь в посольство Республики Нигер. Ох, надеюсь, YouTube не лишит этот ролик монетизации за слово «нигер». Со мной такое уже случалось. Алло, YouTube, я имею в виду страну. Так вот, дорога в Гану лежит через Нигер, и мне нужно получить туда визу. У посольства я вижу очень много чернокожих ребят, гребаная цензура. Это беженцы, которые через Ливию надеялись на лодках доплыть до Европы. В Африке очень распространен такой вид миграции. Если у тебя получилось это сделать, ступить хоть одной ногой на землю Евросоюза, то тебя уже не вернут в Африку и, считай, твоя жизнь удалась. Вот реально, люди в Черной Африке годами копят деньги, чтобы нелегально добраться в Европу. Шенгенские визы африканцам дают очень редко. Но большую часть таких людей отлавливают еще в Ливии. У самих ливийцев нет денег содержать депортационные лагеря, потому неудачников просто сдают послам, те отнимают у них паспорта и потихоньку отправляют на родину. Вот и все вот эти вот люди ждут автобуса в Нигер. Снаружи, прямо на улице, живут мужики, а внутри посольства их жены и дети. Я спрашиваю о визе. «Да-да», — говорит мне консул, — «сделаем быстро. За 2 недели». Уф, 2 недели в Ливии. Надо подумать, отвечаю я и ухожу. Думать. Кстати, глянь, как круто выглядят министры в Нигере. Это официальное фото со стены посольства. Ох, вот бы наши так выглядели. Я хожу по городу и думаю, но продолжается это недолго. Я вижу дикую очередь перед банком в Триполи, поднимаю камеру заснять ее, и этот кадр чуть не стоит мне жизни. Посмотри его еще раз. И еще раз. Реально, этот момент делит мою жизнь на до и после. Полицейский крепко хватает меня за руку, и начинается жестяная карусель. Меня отводят сначала в один участок, потом во второй, потом приезжает агрессивный парень, связывает мне руки, запихивает в машину, заставляет засунуть голову под сиденье и постоянно подсовывает мне туда пистолет, угрожает убить. Меня привозят в секретную тюрьму, и, в общем, на эту тему я уже снял отдельный ролик. До сих пор не понимаю, почему меня не грохнули. У меня в этот момент мысли были только одни. Поскорее бы все это закончилось. Но им было плевать определенно. Я встал, и мне начали вязать руки. Пропихивают мою голову между ног и задвигает его обратно. Вот так вот вниз показал пистолет и сказал: «Do you have a family?» Это было сложно, но меня отпустили. Я понимаю, что ждать неделю визы в Нигер после такого — так себе идея. Пора валить из Ливии. Напоследок, я решаю подфиналить свою поездку по стране красивыми словами в каком-нибудь показательном местечке. О, фонтан. Знаешь, Ливия напоминает мне вот этот фонтан позади. Грязный, раздолбанный, какой-то избитый, весь побитый. Но из него льется вода. В нем есть вода, он функционирует, он живет. А ведь мог бы умереть. Прямо в этот момент мимо проходящий араб тупо хватает меня за руку, которую я держу камеру, и молча отводит к ближайшим ментам. Снова начинается эта канитель с поездками из участка в участок, но обходится без спецслужб. Через пару часов я выхожу на свободу, полный энтузиазма, как можно скорее уехать из Ливии хоть куда-нибудь. Остается сделать 2 вещи. Первое — собрать шмотки. Я отправляюсь в отель. Кстати, я же не показывал тебе свой номер, да? В принципе, ничего в нем необычного нету. Номер как номер. 2 односпальные кровати. Видок из окна тоже не очень. Из удивительного, что я могу отметить, тут нету простыней, наволочек. Точнее, есть наволочки для подушек, но здесь нету простыней, здесь нету пододеяльников.
То есть я пытался попросить, говорю, дайте мне простыни, говорят, у нас нету простыней. Вы что, это Ливия, здесь нету простыней. Я не понял прикол, но взял одеяло хотя бы, которое мне предложили, и пошел с одеялом спать. Стоит номер $20 в сутки, он у меня оплачен на несколько дней, но я даже не прошу деньги назад. Просто молча кладу ключ на ресепшн и ухожу делать вторую вещь перед отъездом. По-быстрому тратить свою котлету ливийских динар, которые у меня остались. Рынок в Триполи, как из старых книжек про Восток. Я сначала не понимаю, почему на рынках других арабских стран я не ощущал такой сказки, а потом вдруг осознаю, на рынке Триполи нет китайского барахла. Все рынки мира давно забиты безликим китайским говном, все рынки на свете сейчас пахнут пластмассой и дешевыми кроссовками. Все, кроме рынка Триполи. Быстро потратить деньги здесь вообще не проблема. Специально для таких, как я, на рынке есть целый ряд ремесленников, которые торгуют настоящими арабскими украшениями. Я покупаю брошь для своей милой подруги Насти. Девчонки смотрят этот ролик, как думаете, понравится ей? Продавец просит 240 динар. Но? Окей. Thank you very much. Не забываю я и про тебя, дорогой зритель. По традиции, покупаю национальные шапки. Они здесь крутейшие. Is it Libyan? Yes. Libyan. Ливийский дизайн. Давайте-ка мы шапочки купим. Парочку. Two. One this and one this. Okay, I understand. 40 dinar. 40. Can cover mama. That's okay, Okay. Шукран. Вот, это же шапка на настоящем ливийском мальчике. Hello. Hello. Нет, не хочет. Ну вот на нем точно такая же шапочка. С хвостиком. Good. Bye. Да, не бойся. Стесняется. Хочешь такую же шапку из таинственной Ливии? Просто возьми этот ролик и запости его в любой социальной сети. ВК, Facebook, Twitter, в Телеграм-канале, если он у тебя есть, да, даже на любом форуме. А ссылку потом добавь в форму, она прямо под роликом. Все вместе займет секунд 30. Чем больше ссылок пришлешь, тем выше шанс победить и получить то, чего нет вообще ни у кого. 2 человека получат по шапке. По шапке. Как звучит-то, а еще 10 я отправлю ливийские деньги, некоторые из которых с изображением бывшего диктатора Муаммара Каддафи, кстати. Раритет. Счастливый, с мыслями уже о доме, я отправляюсь в аэропорт, иду к билетной кассе, онлайн-билет из Ливии не купить, и обламываюсь. Билетов на следующие 7 дней нет вообще никуда. Можно купить открытый билет и записаться прямо в аэропорту в лист ожидания. Тогда, если кто-то из обладателей билета с конкретной датой не успеет к концу регистрации, посадят владельца открытого билета. Но даже за открытыми билетами очередь человек 50. Тут я знакомлюсь с грустным чуваком, который 3-й день безуспешно пытается улететь по открытому билету. Он прямо в аэропорту все это время живет. И понимаю, что надо искать другие варианты свалить из страны. А другой вариант только один. 170 километров по земле до границы с Тунисом. Виза туда не нужна. Изначально я именно так, а не на самолете, хотел въехать в Ливию, но в посольстве, когда я получал визу, отсоветовали. Опасно и непонятно, кто дорогу контролирует, сказал тогда консул. Ну, опаснее, чем со мной уже случилось, вряд ли будет, думаю я, и ловлю машину. Таксист соглашается отвезти меня за $50. Такси у него, конечно... Я не знаю, почему оно еще не развалилось, видимо, на это воля Аллаха, но выглядит оно очень плохо. Ой-ой-ой. Как будто на свалке машину подобрали.
Страха в дороге нет. Я лишь рефлекторно вздрагиваю у каждого из 10 КПП полных людей с автоматами. Через 3 часа мы проезжаем границы. Вот так вот выглядит здание пограничного пункта. Я прохожу его без приключений, лишь шумно выдыхаю, когда офицер шлепает в паспорт выездной штамп. Уф. Я в безопасном Тунисе. Так рад, что даже видео забываю снять. Делаю только одну фотографию, отправляя ее маме и близким друзьям. Дорогой друг, и ты обязательно отправь этот ролик друзьям. Кажется, я очень внятно показал в нем, что в ближайшую жизнь в Ливии делать, к сожалению, нечего. Хотя Дима вон считает наоборот, надо приезжать и скупать имущество пока дешево. Кстати, он может помочь с визой в Ливию, контакты в описании под роликом. А что думаешь ты, приехал бы сюда? Пиши в комментариях. Подписывайся на мой канал, ставь обязательно колокольчик, если подписан, ставь видео лайк и участвуй в розыгрыше шапок и денег, и просто будь счастлив, где бы ты ни находился. Увидим мир вместе.